Ветеринар стояла у своего кабинета с котом на руках. Вид у врача был расстроенный и даже немного растерянный, так же выглядел и кот, рот которого был постоянно открыт. Неподалеку стояла женщина. Лена поинтересовалась у врача, что случилось, и оказалась еще одним участником этой истории. Женщина оказалась владелицей кота, которого она принесла в клинику на усыпление. Кот выглядел очень плохо, было понятно, что он травмирован не случайно, скорее всего его били и делали это не раз. Ветеринар пыталась объяснить женщине, что кота можно вылечить и не стоит идти на такие крайние меры, как усыпление, а хозяйка настаивала на своем, утверждая, что Кузе уже 10 лет и он ей не нужен. Кроме того, она говорила, что раз в год кто-то поступает с ним таким образом, учит, как объяснила сама женщина. Лена засняла кота на видео и отправила его мне, сказав, что для решения есть лишь несколько минут. Я сразу поняла, что кота надо спасать, и не только от смертельного укола, но и от нерадивой хозяйки. Слушая объяснение хозяйки кота, мне тяжело было понять, как же должен деградировать человек, чтобы нести такую чушь. Как по мне, таким людям надо вообще запретить приближаться к животным. Кузя жил у нее 10 лет, и я уверена, что каждый этот год был для него мучительным. Не знаю, отправляли ли кота на самовыгул или так жестоко с ним обращались именно дома, но слова женщины были жестокими и циничными, они позволяли предположить, что кот никогда не знал, что такое хорошее обращение, забота или лечение. Когда мы сказали, что заберем кота, женщина была крайне удивлена. Она никак не могла понять, зачем нам надо пожилое животное, и отговаривала нас, рассказывая, что Кузя очень привередлив в еде, не умеет ловить мышей и вообще очень несамостоятельный в силу отсутствия зубов и преклонного возраста. Все это время Кузя лежал на руках у волонтера, слизывая паштет с его пальца, поскольку зубов для того, чтобы жевать, у кота не было. До последнего женщина пыталась убедить нас, что все, что можно сделать, усыпить кота, при этом она полностью игнорировала выводы ветеринара и наши доводы. Когда нам удалось убедить ее отдать Кузю, женщина потребовала наши номера телефонов и угрожала, что будет нам звонить и требовать отчеты о том, как поживает кот. Мы дали ей свои номера и взяли ее, он тут же отправился в черный список. В клинике женщина написала отказ от Кузи, сразу сказав, что не намерена оплачивать осмотр, проведенный ветеринаром ранее. Эта история очень печальна, ведь становится ясно, что все 10 лет жизни кота ему было непросто, а в конце пришлось еще и 4 дня лежать на кровати, без еды, воды и возможности двигаться, по крайней мере именно это нам сказала его хозяйка, которая оставила животное одного на 4 дня, просто уехав из дома и даже не беспокоясь о своем питомце.